Всем привет! В этом видео мы с вами свяжем вот такой вот красивый мозаичный квадрат. Для чего нужен такой мозаичный квадрат? Во-первых, он может стать вашим будущим квадратным ковром. В данном случае я вязала его из хлопкового шнура, поэтому для ковра это самое оно. Во-вторых, из такого квадрата можно сделать наволочку для подушки. Я люблю делать наволочки по принципу конверта, то есть я переворачиваю наизнанку, вкладываю вот сюда подушку, а дальше заворачиваю углы к центру, сюда пойдет подушка, и здесь можно либо тоже сделать шов, либо сделать завязки, либо пришивные кнопки, либо пуговицы, как вам удобно. И тогда у вас получится вот такая вот прекрасная подушка. Либо, если связать это, например, из обычной шерсти, это может быть плед, или может быть плед из мотивов. В общем, мозаичное вязание из центра – это очень удобная техника и очень прикладная. Подойдет для любых ваших задумок. В этом видео я вам покажу, во-первых, ключевые технические моменты по работе с мозаикой из центра и объясню, как пользоваться схемой и как с ней работать. Теперь давайте поговорим о материалах. Я вязала конкретно этот квадрат из хлопкового шнура, использовала в работе шнур от Yarn Art, он называется Yarn Art Macrame Cotton. В диаметре он примерно 2 мм. У меня было использовано вот 4 цвета. В принципе, можно было ограничиться двумя, но мне просто хотелось выделить вот этими вот полосками именно вот сам центральный орнамент. Крючок, который я использовала, номер 5,5. Теперь давайте я расскажу вам про схему. В этом видео мы с вами научимся работать с мозаичной схемой. Если вы еще не умеете, то как раз самое время научиться. Итак, вы откроете по ссылке вот такую вот схему. Это называется схема центровой мозаики, потому что вяжем мы ее из центра, вот отсюда. Давайте я вам сейчас расскажу про условное обозначение на этой схеме. Вот здесь вы прочитаете легенду потом. Итак, мы с вами видим вот такие вот оранжевые клетки. При этом по одной из диагоналей эти клетки пронумерованы. Цифры означают номера рядов. То есть вот у нас первый ряд, второй ряд, третий ряд и так далее. Они расширяются от центра. Вот это вот центральный белый квадратик – это волшебное кольцо. Дальше. Что означают вот эти оранжевые клетки? Они означают арки из двух воздушных петель. В видео, которое вы сейчас будете смотреть дальше, вы увидите, я вам расскажу про ключевые технические моменты, и вы увидите там, как выглядят эти арки из двух воздушных петель. Дальше. Некоторые клетки здесь пустые, то есть на них кроме цвета ничего нет, а есть клетки, обозначенные крестиками. Так вот, если клетка пустая, неважно какого она цвета, белый или черный, если она пустая, это значит, что в этом месте нужно провязать столбик без накида за дальнюю стенку. Если в клетке, неважно какого цвета, стоит крестик, это значит, что в этом месте нужно будет провязать столбик с накидом, при этом опустить этот столбик нужно будет на ряд ниже того же цвета. То есть если мы находимся вот здесь, в этом ряду, то мы отсюда, из этой точки, опускаем столбик с накидом вот сюда. При этом ухватить нужно будет этот столбик за фронтальную перемычку. Вы дальше этот момент увидите, я вам его покажу. Больше никаких тут условных обозначений нет. О чем нужно помнить в мозаичной технике? Нужно помнить, что цвет мы меняем в каждом ряду. Но, то есть вот здесь обозначено, вот, например, здесь один цвет, здесь уже другой цвет, здесь снова вот серый, здесь опять белый. То есть надо менять цвет в каждом ряду. Как менять цвет, вы увидите дальше. И второе главное правило. Когда вы смотрите на схему, вы не смотрите на цвет клетки. Это вас совершенно не касается, волноваться по этому поводу вы не должны. Если вы начали вот четвертый ряд вязать белым цветом, так вы и вяжете. Если вы начали пятый ряд вязать черным цветом, так вы и вяжете, несмотря на то, что здесь встречаются белые клетки. Вы на это внимание не обращаете и продолжаете вязать черным цветом. Вы обращаете внимание только на заполняемость клеток. Пустая эта клетка или на ней нарисован крестик. Больше ничего вас волновать не должно. Таким образом, вы от самого центра, вот так вот по схеме, будете двигаться все дальше и дальше и дальше, пока не довяжете этот квадрат до конца. Как технически это делать, вы увидите сейчас дальше в этом видео. Если у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под этим видео. Спасибо. Итак, мы поняли, как работать со схемой. Теперь можно приступать непосредственно к вязанию. Еще раз подчеркну, что мы будем менять цвет в каждом ряду. То
То есть мы начнем вот с центрального волшебного кольца и дальше будем менять цвет. Я вам сейчас покажу технические ключевые моменты, как мы провязываем столбик без накида, как мы провязываем столбик с накидом, в каких местах. И самый важный момент, как мы переходим на новый цвет и соединяем в углу один ряд с другим. Приступим. Итак, мы начинаем наше вязание с волшебного кольца. И провязываем волшебное кольцо, столбик, 2 воздушных петли, столбик, 2 воздушных петли, столбик, 2 воздушных петли и 4-й столбик. Вместо заключительных 2 воздушных мы сейчас сделаем одну хитрую штуку. Вот у нас получился, мы затянули наш квадрат, у нас получился он незавершенным, не хватает вот этой вот арки. И вместо того, чтобы делать 2 воздушных, мы сделаем накид, введем крючок подобие дольки первого столбика и провяжем столбик с накидом. Но когда у нас остается на крючке 2 петли, мы через них протягиваем нить контрастного цвета, тот самый цвет, которым мы будем вязать следующий ряд. Вот мы сейчас связали первый ряд, переходим на второй. Нить от предыдущего ряда мы оставляем. Хвостик от нового сейчас мы ввяжем в полотно. Каждый новый ряд, сейчас мы немножко здесь подтянем. Каждый новый ряд мы будем начинать одинаково. Первый столбик мы провяжем прямо вот в эту арку, которая у нас образована нашим столбиком с накидом. Я хвостик придерживаю, чтобы его обвязать. Провязываю столбик. Это будет первый столбик ряда. Дальше действуем по схеме. Если у нас по схеме в этом ряду обозначены петли просто пустыми клетками, значит мы вяжем столбик без накида за дальнюю полупетлю. Вот первый столбик без накида вот у нас. Вводим крючок за дальнюю полупетлю. Продолжаю прижимать тут кончик. И провязываем столбик без накида. Дошли до следующей арки. В арке всегда провязываем столбик, 2 воздушных, столбик. Вернемся еще раз к этой стороне. Вот смотрите, у нас получилось, что на стороне у нас на этой провязано 1, 2, 3 столбика. Вот эта арка из 2 воздушных, она будет на схеме обозначена оранжевой клеткой, сама арка. Провязали столбик, еще один провязываем за дальнюю стенку и еще один в арку. Дальше снова 2 воздушных, столбик опять в арку, снова столбик за дальнюю стенку, в арку провязываем столбик, 2 воздушных, столбик. Последний столбик за дальнюю стенку. И вот мы вернулись к началу ряда. Один столбик в арку у нас уже провязан, мы с него начинали. Провязываем второй туда же в арку. И соединяем ряд так же, как мы делали это в предыдущий раз. Делаем накид, вводим крючок подобие дольки первого столбика. Провязываем столбик с накидом, но когда у нас остается на крючке 2 петли, мы должны протянуть через них другой цвет. Мы возвращаемся к нашему первоначальному. И вот мы готовы уже к вязанию 3-го ряда. Опять же, смотрим на схему, какие петли у нас провязываются просто столбиком без накида, какие провязываются столбиком с накидом. Если у нас в 3-м ряду есть крестики, значит в этом месте мы провязываем столбик с накидом. Сейчас я покажу, как это делать. Начинаем точно так же сначала в арку, первый столбик. Дальше второй, допустим, провязываем просто столбиком без накида. Допустим, следующий столбик у вас помечен на схеме крестиком. Это значит, что мы должны провязать не столбик без накида в дальнюю стенку, а столбик с накидом на ряд ниже. Где у нас ряд ниже? Вот у нас ряд ниже, и вот у нас такая есть горизонтальная здесь перемычка. То есть, если у нас в эту петлю нужно провязать по схеме столбик с накидом, то мы делаем накид, вводим фронтально снизу вверх крючок вот за эту перемычку, провязываем столбик с накидом, петля, которая осталась
за ним вот это вот пропускается. И дальше в следующую, допустим, если по схеме у вас там пусто, значит просто вяжем столбик без накида. Ну и в арку, как обычно, столбик, 2 воздушных столбик. Таким образом, у вас в местах, которые на схеме помечены крестиком, будут здесь провязываться вот такие длинные столбики, и за счет них и будет образован рисунок потом. Собственно, весь секрет. Больше никаких технических моментов здесь нет. То есть, если вы видите пустую клетку, значит, просто вяжем столбик без накида за дальнюю стенку. Если крестик на схеме, значит, следующую петлю мы опускаем. Вот в эту фронтальную перемычку заводим крючок и опускаем столбик с накидом. Помните, что начинается ряд всегда с провязывания столбика без накида сразу в арку. И соединяем мы всегда столбиком с накидом. И не забываем там менять цвет. Надеюсь, все получится. Если будут вопросы, задавайте в комментариях.